МВД на одном из своих телеграм-каналов дало пояснение, что такое за правонарушение хулиганство. Мелкое хулиганство – это не просто безобидные шалости, а серьезное нарушение законодательства, которое проявляется в явном неуважении к обществу. Оно может сопровождаться нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительными приставаниями к гражданам, а также уничтожением или повреждением чужого имущества. Очень важное напоминание, причем словно ответ на возникающие довольно часто, вот у меня, я это наблюдаю, комментарии людей, удивление людей, когда после стрельбы, нападения на свадебный кортеж с применением силы, травматического оружия, постоянно заводятся статьи о хулиганстве. Все это просто бросается в глаза. Теперь становится ясно, что хулиганство – это очень серьезная статья. Подмосковными полицейскими задержан подозреваемый в угрозе убийством несовершеннолетний в Дмитровском городском округе. 18 октября в дежурную часть МВД России по Дмитровскому городскому округу, соответственно, поступило сообщение о конфликте у одного из домов, расположенных на улице Дорожная поселка совхоза Останкино. Полицейскими предварительно установлено, что между несовершеннолетней 2008 года и молодым человеком 2006 года рождения произошла ссора, в ходе которой последний произвел в ее сторону выстрел из предмета, схожего с оружием, при этом высказывая угрозы. Пострадавшая с телесными повреждениями обратилась в медицинское учреждение. Она опрошена в присутствии законного представителя. Сотрудниками полиции юноша был установлен и доставлен в территориальный отдел. Изъят пневматический пистолет. В отношении фигуранта дознавателем отдела дознания МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью. Вот пример. Как должны, наверное, звучать статьи, когда в человека стреляют. Но иной раз возникает ощущение, что когда стреляют мигранты или выходцы с Кавказа, то это либо хулиганство, либо стреляющая свадьба. Выглядит иной раз странновато. А на фоне того, что бывает и по-другому, выглядит просто подозрительно. Впрочем, возможно, это лишь мое мнение, имха, как говорят в таких случаях. Мигрант обкрадывал дома в Воронежской области и отправлял похищенное на родину. Гражданина Средней Азии задержали за кражи в Новоусманском районе Воронежской области. 30-летний мужчина приехал в Россию на заработки. Сообщили в региональном управлении МВД. Подозреваемый наблюдал за потерпевшими и выжидал момент, когда все лягут спать. Ночью он проникал в чужие дома через незапертые окна или двери. Иностранец похитил деньги и золото из 4 домовладений. Вскоре мужчину задержали. Выяснилось, что похищенные деньги он отправлял на родину, а золото в ломбард. Ущерб составил 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Как в таких случаях говорят, иностранный специалист, как я в таких случаях добавляю, специалист по кражам, а в простонародье просто форточник. Мигрант 11 раз обокрал магазин в Оренбурге. Как установили полицейские, иностранец таскал из торговой точки электроинструменты. Всего ему удалось похитить товары на сумму в 300 тысяч рублей. После обращения представителя магазина в полицию похитителя инструментов нашли и задержали. В отношении мигранта возбуждено уголовное дело «Кража». За содеянное мужчине, находящемуся сейчас под стражей, грозит до 5 лет лишения свободы. Как в таких случаях говорят, иностранный специалист. Как я в таких случаях добавляю, специалист по кражам. Мигрант взял силой, простите, обхожу некоторые слова, хотя всегда и во всех новостях уж и не обойдешь, в Петербурге и едва не улетел на родину. Тот случай, когда хочется спросить, некоторые чиновники заявляют, что в России очень нужны руки иностранных специалистов. Отсюда вопрос, почему же вот эти самые мигранты, эти самые специалисты не руки используют, оказавшись в России? В петербургском аэропорту Пулково при попытке покинуть Россию задержали 34-летнего уроженца Узбекистана, которого подозревают в изнасиловании. Сообщили об этом в управлении МВД по северной столице. Жертвой предполагаемого злоумышленника стала 44-летняя медсестра,
из Кировского района города. По ее словам, в ночь на 16 октября малознакомый мужчина применил физическую силу и надругался над ней в квартире на проспекте Луначарского, где проживал Навруз данный. По словам потерпевшей, похотливый мигрант после интимной близости отобрал у нее серьги и 80 тысяч рублей. Однако уголовное дело было заведено только по статье об изнасиловании. Подозреваемого задержали ранним утром 18 октября в аэропорту Пулково, откуда он собирался отправиться на родину. Меру пресечения мужчине пока не избрали. Предполагаемый насильник, по данным Фонтанки, прилетел в Петербург в начале октября в поисках работы, но официально так и не трудоустроился. Отсюда сам собой возникает вопрос. Когда нам говорят, что в России очень нужны иностранные специалисты, то пусть скажут, как так получается, что эти нужные специалисты ищут работу и не могут ее найти. Тут как-то получается, наверное, некоторые противоречия. Кто-то где-то врет. Я осмелюсь предположить, что не сотрудники полиции врут, которые выяснили, что данный гражданин не нашел работу. Значит, нужны не рабочие руки, а само тело зачем-то кому-то нужно. Ранее блокнот вот со своей стороны, площадка новостная напоминает, уже рассказывал о 15-летнем уроженце Таджикистана, который подобное деяние совершил в Петербурге в отношении 12-летней школьницы. Вопрос один. Зачем их привозят по миллиону в месяц? Кому и с какой целью они нужны? Не стоит забывать, что они не квартиры снимают, а сколачиваются в объединения по национальному признаку. Некоторые подобные объединения еще и вооружаются. Уже были такие факты, они публиковались. Подобные факты, то есть СМИ освещают время от времени. И что же у нас получается? А получается националистические объединения, которые, возможно, уже пора денацифицировать. Или я не прав? Пишите, как видите это, не забывайте подписаться и увидимся в следующих новостях. Возможно, помимо заявлений, что в России очень нужны руки иностранных специалистов, когда-нибудь нам кратко и емко пояснят, зачем.